Здравствуйте, друзья! С вами сайт Пикник Бай. Меня зовут Артем. И сегодня, что называется, накипело. Пришла пора рассказать нам о качестве узбекского казана, показать на примере, сравнить эти казаны с производителями других казанов. Отвечу на вопросы, почему у меня есть на сайте эти казаны. Попробуем объективно рассмотреть все за и против. Так что не выключайтесь, досмотрите до конца и получите все ответы. Вы зададите вопрос: а почему ты рассказываешь об этом? Да все очень просто. Надоели рекламации, которые поступают с покупкой этого казана. Особенно, когда казаны уезжают куда-то далеко, в другой, так скажем, город. Когда человек приезжает сюда, к нам в магазин, он видит, может его потрогать, посмотреть, сравнить и сам принимает решение, какой казан ему взять. А когда отправляешь его в другой город, человек думает, что как-то для себя он представляет чугунный казан, сейчас к нему приедет, он приезжает, и потом начинаются звонки. Почему то, почему это? И получается там вплоть до того, что даже возвраты. Однако я попробую вам, показывая каждый казан, давать альтернативу. Что, например, можно было бы вместо узбекского казана посмотреть. И всегда покупателю я это показываю. И человек уже сам вправе, значит, решить, что ему купить. Да, какой товар. Значит, вопрос задают: а почему у тебя есть на сайте тогда этот товар, если вот он такой, как ты говоришь? Да все просто. Спрос рождает предложение. Если люди хотят узбекский казан по какой-то причине, нет проблем, это ваше решение. Ну, вы сами за него отвечаете и не вешайте эту ответственность на продавца. Есть еще вопрос. Почему так много в продаже узбекского казана? Почему так много магазинов предлагают этот казан? Почему так много на него рекламы, если он такой товар? Ответ очень простой. Очень высокая рентабельность. И рентабельность позволяет иметь вот эти бюджеты сумасшедшие, лупят вот эту везде контекстную рекламу, и он везде. Ответ только в этом. А в сравнении будут участвовать сегодня белорусский, российский и узбекский казан. Название производителей не буду говорить специально. А будущим покупателям скажу: вы приезжайте к нам в магазин, и я вам все покажу, и вы сможете каждый казан пощупать, потрогать и принять на месте уже решение. В связи с тем, что узбекский казан отливается вручную в песок, а не как основная масса производителей, и он не имеет кокельную отливку, получается вот то, что получается. Вот давайте на примере посмотрим крышек. Вот узбекская алюминиевая крышка. Вот обратите внимание, какая она. Понятно, что она неровная. Здесь вот, смотрите, какой-то непонятный по центру шов. Причем они все такие. Это не то, что я там какую-то там одну взял или вторую. Вот еще одна тут крышка. Здесь вообще тут вот она такая. Такие крышки все. Просто верьте на слово. Или потом где-то у продавца увидите сами. Да, и получается, что так как у нее отлита крышка и казан, все отлитое в песке, то когда вы крышку закрываете, так, это плохая, когда вы крышку закрываете, у нее нету плоскости, вот она у вас будет шататься, и это ничего не сделает. Это только если как-то ее вручную подбирать, может где-то что-то стачивать, ну то есть это такой, знаете, это ручная работа. И казан отлит вручную, и крышку тоже надо подбирать вручную. Вот смотрите, предположим. На крышке написана маркировка 12 литров. Казан тоже это 12 литров. На этой крышке тоже 12 литров. Но они даже, вот понимаете, вот это даже крышка, вот к этому конкретному казану, она уже не подходит. Это говорит о том, что просто каждый казан, так как он отлит вручную, у него разные размеры. Он все у него будет по-разному. Вот, например, кокельное литье. Вот смотрите, вот как здесь сделана крышка, с этой стороны, грани вот у чугуна, у казана ровные. В связи с тем, что у него плоскость, потому что все отлито на автоматической линии, у нее нету вот этого люфта, то есть крышка просто плотно прикрыла и все. И вот берете вот любую крышку любого казана, берешь, прикладываешь, то есть они там, так скажем, не именные, а одна крышка подойдет к любому другому казану от этого производителя. Или вот, например, то же самое. Здесь вот тоже вот у казана здесь вот плоскость. Она отлита тоже, кокельная отливка имеет. Казан, крышка, у них встречные пазы вот здесь вот есть. И то же самое, любая крышка подойдет к любому казану, а они универсальны. То же самое, не имеют тут никакого вот люфта, просто плотно закрыто.
Так, теперь по крышкам. Кстати, с крышками, смотрите, еще какая ситуация. У узбекского казана, у них крышки пластмассовые. И очень частый случай, когда там где-то что-то крышку перегрели, вот эта ручка, она, просто расплавится. А здесь ручка металлическая. И этой ручки ничего не будет. Ну, казалось бы, наверное, мелочь, а приятно. С крышками. Сейчас мы крышки можем убрать. И точно такая же ситуация и с качеством отливы. Так как это все отлито в песке, то имеет он, видите, вот такие вот края, получается, неровные. То есть у него там, например, здесь одна толщина, здесь другая. Кстати говоря, там пишут, например, да, там на сайтах, что толщина узбекского казана 12-литрового, предположим. Все пишут 9 миллиметров. Нету тут 9 миллиметров. Вот просто поверьте мне на слово. Нету 9 миллиметров. Дальше. Есть такое еще мнение, я слышал. Говорят, если на казане нету там какого-то штампа, печати, какой-то маркировки, то тогда это не узбекский казан, а подделка. Окей, хорошо. Полез я на склад, специально нашел казан с маркировкой. Вот тут этот, сейчас где-то она у нас, вот он. Пошел с маркировкой. Он от этого лучше и не стал. Вот посмотрите. Ну не стал он лучше. Точно такой же вот он, что этот, что этот. Тоже, вот смотрите, граней никаких нету. Все непонятно как. Крышка, кстати, вот от этого казана. Вот она такая вот. Тоже опять с каких-то 2 половинок она сварена. Или спаяна. Не знаю, что это такое. Я вот помню, в детстве мы вот в Беларуси в чушки играли. И сами их из свинцовых аккумуляторов брали, сами топили растапливали аккумуляторы, свинец. И в песке заливали тюшки. Вот точно такое. Вот точно такое же качество. Вот, пожалуйста, крышка. Вот точно такой же вот люфт. А я вам скажу, что очень важно в приготовлении, чтобы крышка прилегала к казану плотно. Ну вот она, видите. А сейчас давайте подробнее остановимся на качестве литья и материале литья самого казана. С чем еще сталкивался в этом казане? Ну, у нас там есть услуга, люди просят, там, прокали казан, подготовь его, без проблем. Значит, когда я прокаливаю белорусский казан, предположим, да, это, любой какой-то другой, он видно, что он сделан из первички, что ли. Потому что его, когда ставишь на огонь, он нагревается, у него просто меняется цвет, сам материал такой становится бордовый, что ли, не бордовый, вернее, а фиолетовый какой-то такой, что ли, фиолетово-бордовый, то есть вот он меняет цвет вот за счет от нагрева. Представляете, вот это, когда там вот мы, у металла у стали меняется цвет, когда мы его перегреваем. А вот это черное покрытие, вот это вот, я не знаю, это краска, я даже не знаю, что это, потому что это вроде как и не масло, его когда трешь, оно осыпается. Когда вот здесь вот он его прокаливаешь, то открывается оттуда цвет вот ржи. Так, я не знаю, это может быть, конечно, и металлолом, может быть, это, я не знаю, в общем, рыжий такой цвет. Я не знаю, что это такое. Но анализ будет на него. И мы будем точно знать, из чего этот материал сделан. Смотрите в описании к видео. Дабы не лезть дальше в какие-то производственные, технологичные вопросы, я себе пытаюсь поставить на место покупателя. Что бы для меня было важно при выборе, при покупке казана? Для меня было бы важно безопасность. С точки зрения здоровья, гигиены, потому что я отсюда кушаю сам, кормлю семью. Что мне это может прогарантировать такое? Прогарантировать может некое серьезное предприятие, которое занимается отливкой пищевой посуды, и которое имеет там УТК, какие-то эти свои подразделения, какие-то сертификаты качества анализа, ИСО, сейчас куча всяких вариантов. Так вот, пытаюсь найти, я вот эти все документы, куда бы я ни зашел на какой-то сайт, на какую-то ссылку, что-то поискать, попадаю на некие бумажки, распечатанные на принтере, которые я и сам могу сделать. Если это видео смотрит производитель качественных узбекских казанов, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сделаем подробный отчет на вашу продукцию и выложим его для общего обозрения. Также будем здесь продвигать ваш товар, вашу продукцию с удовольствием. Кстати говоря, такое же мнение имеет и Сталих Ханкишиев. Посмотрите, пожалуйста.
А о чем говорит то, что этот казан прокипел 45 секунд, а вот этот толстый из Узбекистана, да, настоящий узбекский казан, прокипел всего лишь навсего 20 секунд. Я вполне допускаю, что все-таки это не чугун, это железо. Теплофизические свойства железа, такие как теплоемкость и теплопроводность, различаются существенно с чугуном. И я думаю, что вот этот казан все-таки, он, увы, железный. Что я хочу еще сказать? К моим землякам, узбекам, которые живут в Узбекистане, которые изготавливают эти казаны. Азиз уртаклар, азиз ватандашлар. Нельзя так. А теперь вопрос знатокам. Как мы для себя вообще поняли или понимаем, что вот эта продукция, которая представлена здесь на рынке, по-настоящему является продукцией, казаном из Узбекистана? А может быть, это просто мы ведемся вот на этот коммерческий ход, что раз узбекская кухня, значит и узбекский казан. И слепо веря этому, идем просто и покупаем вот это изделие. А также хочу сказать, что имея в Беларуси классную, хорошую, сильную альтернативу, наши белорусские казаны, которые представлены и которые известны и в странах СНГ, и стран Прибалтику, и Германию покупают. Мы продаем, мы, продавцы, продаем, а вы, покупатели, покупаете. Непонятно, что за изделие. Ну, а с вами, напоминаю, был сайт Picnic Buy. Меня зовут Артем. Готовьте с удовольствием.